Готовлю вареники с картошкой и грибами. Покажу тесто на кипятке и как я готовлю такую начинку. Вареники получаются нежные и очень вкусные. Беру 450 грамм муки. Добавляю половину чайной ложки соли и хорошо перемешиваю. Мне удобно замешивать тесто большой вилкой. Собираю тесто горкой и делаю в ней углубление. И туда отправляю одно крупное сырое яйцо и 3 столовые ложки любого растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю с мукой. Если не знаю, как отмерить нужное количество миллилитров воды, то использую весы. Мне нужно 250 миллилитров кипятка. В граммах это тоже 250 грамм. Постепенно добавляю кипяток в мучную смесь и одновременно перемешиваю все вилкой. Мука постепенно густеет и становится вязкой. А вы на канале готовим с вами вместе. Все хорошенько перемешиваю до однородности. Пока перемешиваю, тесто постепенно остывает. Добавляю еще 1 столовую ложку с большой горкой муки, это около 35 грамм. И начинаю вмешивать тесто рукой прямо в миске. Еще добавляю 1 столовую ложку муки, это около 20 грамм. И продолжаю вымешивать тесто. Постепенно оно становится упругим и однородным. Собираю все тесто с краев миски и с рук. И все замешиваю в тесто. Продолжаю вымешивать. При необходимости добавляю еще немножко муки. И вот тесто приобрело хорошую шаровидную форму и не липнет к рукам. Оно слегка тянется за руками, но не прилипает. Теперь обсыпаю дно миски мукой и даю тесту отдохнуть. Обязательно накрываю сверху полотенцем или кулечком, чтобы не высохло. А минут через 30 можно начинать лепить вареники. А я это буду делать на следующий день. Поэтому тесто обваливаю в муке, отправляю в кулек, даю остыть на столе и затем отправляю в холодильник. Также остывшее тесто можно отправить и в морозилку и использовать, когда удобно. Своих свойств оно не потеряет. На следующий день достаю тесто из холодильника и выкладываю на стол, чтобы нагрелось до комнатной температуры. А теперь начинка. 3 средние картофелины очистила, нарезала, добавила лавровый листик, залила холодной водой и отправляю вариться. Также 3 средних репчатых луковицы нарезаю небольшим кубиком. Этот лук буду использовать и в начинку, и для того, чтобы обсыпать им готовые вареники. В начинке буду использовать замороженные ножки шампиньонов. Конечно, можно использовать грибы и свежие, и целиком. 5-10 минут на столе, и грибы разморозятся. А если хочется это сделать быстро, то можно залить холодной водой. Постоят и разморозятся за пару минут. На сковороду наливаю растительное масло, добавляю кусочек сливочного и выкладываю весь подготовленный репчатый лук. Перемешиваю с маслом и отправляю жариться на средний огонь. Слежу за тем, чтобы лук не подгорал, а хорошенько выжаривался и золотился. А за это время картофель сварился. Беру толкушку и измельчаю в пюре. Погружным блендером лучше этого не делать. Получится не пюре, а клейкая масса. А за это время лучок хорошо поджарился. Пока он жарился, я его посолила. А теперь приблизительно 1/3 лука откладываю отдельно. Она мне пригодится для посыпки готовых вареников. А к остальному луку добавляю размороженные ножки шампиньонов. Грибов у меня приблизительно около 150-200 грамм. Туда же натираю 1 большой зубок чеснока. А затем солю, не забывая, что лук уже соленый. И перчу черным молотым перцем. Все хорошенько перемешиваю и отправляю обжариться все вместе.
Когда грибной сок испарится и грибочки слегка обжарятся, готово. И грибы с луком отправляю к пюре. А вы на канале готовим с вами вместе. Пюре с зажаркой перемешиваю. Для вкуса и аромата добавляю еще кусочек сливочного масла. Еще солю. Картошку я не солила, когда варила. Все хорошенько перемешиваю, даю раствориться соли минут 5 и тогда обязательно пробую. Начинка должна обязательно быть вкусной. Перекладываю начинку в удобную низкую емкость и пусть остывает. Тесто нагрелось, стало комнатной температуры. Подпыляю стол мукой и выкладываю тесто. И еще вымешиваю тесто на столе. Оно еще вберет в себя муку. Я насыпала 1 столовую ложку. Тесто стало плотным, упругим и не липнет к рукам. Разрезаю на удобные 4 части. Разрез теста обязательно окунаю в муку. Беру 1/4 часть теста, раскатываю в жгут, нарезаю на кусочки. Если хочется вареники покрупнее, то у меня получается около 10 штук. Каждый кусочек теста скатываю в шарик, делаю его плоским и с 2 сторон обмакиваю в муке. Оставшиеся 3 части теста накрываю кулечком или полотенцем, чтобы не подсохло. А теперь каждый кусочек теста скалкой раскатываю в лепешку и укладываю на муку, чтобы не прилипло. Очень тонко раскатывать не нужно, иначе тесто при варке просто порвется. У меня толщина лепешки около 1 мм. Перед тем, как накладывать начинку на лепешечку, ее лучше перемешать. Станет удобнее ее брать. Уложила начинку на лепешечку, защипнула, и вареник готов. А еще можно украсить вот таким красивым защипом. Если пальцы липнут к тесту, пальцы окунаю в муку. Готовый вареник одним боком тоже окунаю в муку, чтобы не прилипал к поверхности. Из такого количества теста, в зависимости от размера вареников, получается от 40 до 60 штук. Для варки вареников добавляю приблизительно пол чайной ложки соли на литр воды. Воды должно быть много. Вареники должны плавать свободно. Хорошо перемешивать вареники обратной стороной столовой ложки, так они не повредятся. Опустила в кипящую воду, перемешала. Вареники всплыли, закипели. Перемешала еще раз, чтобы не слиплись между собой. От момента закипания варю 5-5,5 минут. Достаю шумовкой или ложкой с дырочками. Как только время варки истекло, лучше огонь под кастрюлей выключить, чтобы вареники не переварились. Сверху засыпаю вареники подготовленным жареным репчатым луком, перемешиваю и наслаждаюсь нежными, вкуснейшими варениками с картошечкой и грибочками. Жареным луком это очень вкусно, а можно полить просто сливочным маслом и добавить сметанки. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!